Добрый день, друзья! С вами вновь ваш доктор Куров. И сегодня мы будем разбирать ряд интересных вопросов, которые нам будет задавать девушка. Она подобрала это на основе тех комментариев и вопросов, которые вы задаете. Вадим Александрович, добрый день. Добрый день. Сегодня с вами обсудим тоже несколько интересующих вопросов. Конечно. Нашу аудиторию. Давайте, первый вопрос у нас такой. Вот не могу без отношений. Что в такой ситуации делать женщине или мужчине, в принципе? Какие могут быть последствия вот такой зависимости и что с этим сделать? Угу. Ну, давайте вообще-то начнем вот со следующего. Когда человек говорит вам, что он не может без чего-либо обойтись, это в психиатрии или в психологии называется аддикция или зависимостью. И нет особой разницы. Зависимость это от наркотиков, алкоголя, игры, еды или отношений. Все механизмы зависимости, собственно, сходны. И хотя зависимость от любви всегда считалась чем-то таким возвышенным, имеющим нимб святости, неприкасаемости, обожествлялась и воспевалась в поэзии и прозе, зависимостью она быть не перестала. А так как человеку, незнакомому по опыту родительской семьи с признаками успешности, гармоничных отношений, начитавшемуся одухотворенной вот такой поэзии и насмотревшись фильмов о несчастной любви, как вдруг освоить навыки этой вот самой чувственности? Да никак. Вот и мыкаемся мы вечно по бурелому страстей в поисках своего счастья и обнаруживаем фальшивые подделки, смахивающие на прочитанные, но не дающие ни покоя, ни наслаждения. Вернее, определенного рода мазохистское наслаждение мы, конечно же, получаем. Спроси нас. Мы именно этого хотим? Хором ответим: нет. А чего же мы так панически боимся остаться в одиночестве, наедине с самим собой? Правильно. Мы-то сами себя и боимся. Уточню. Своей пустоты, никчемности, неприкаянности, бледности и невостребованности. Поэтому судорожно цепляемся за то или того, кто дает нам хоть какую-то иллюзию нашей нужности или значимости. И называем это любовью. А потом тревожно следим, чтобы она никуда не убежала и вела себя прилично. Строим для нее дворцы и казематы, сажаем ее и себя, естественно, на цепь. А потом переживаем о том, что от наших любовных цепей кто-то старается сбежать. И разговор, конечно, трудный, долгий, непростой. И вряд ли в том наборе слов, которые я произношу, кто-то найдет в себе однозначно смысл и рецепты. Мы же очень боимся взглянуть в глаза правде и отразиться в ней своей пустотой. И пути выхода из тупика, конечно, есть. Они давно известны и прописаны на сайтах, в том числе глянцевых психологов. Однако почему-то ВОС и ныне там. А мы продолжаем ходить по кругу, постегивая себя, иногда до крови. Значит, выход не там, где мы ищем. И оказывается, во всяком случае, это мой опыт, это мои клиенты, это 40 лет практики. Искать надо не идеальных партнеров и эксклюзивные, самые красивые романтические отношения, а в самом себе.
найдите себя. Обнаружьте свои поначалу бледные свойства и постарайтесь их со временем раскрасить яркими красками. Изучите свои природные свойства, характер, привычки, принципы, вкусы. Научитесь управлять мыслями, эмоциями. И вам не придется столько же всего связывать с бесконечно где-то слоняющимся принцем. К тому же в стельку пьяным и падающим со своего конька-горбунка. Вот такие общие рецепты. Связано ли стремление постоянно учиться с синдромом самозванца? Является ли само вот это вот стремление поводом для тревоги и каких-то переживаний? Ну, честно говоря, всяческих симптомов, синдромов и же с ним каждым днем становится все больше. Вот есть такая пословица: хоть горшком назови, только в печку не ставь. Так вот, раньше у нас было такое понятие – вечный студент. Оно относилось к тем людям, которые всегда чему-то учились и вечно числили в каком-нибудь вузе. Как правило, вот это было связано с тем, что теоретические знания, обретаемые этими людьми, никак не пересекались с их практической деятельностью. Они могли слыть большими эрудитами, блистать знаниями, постоянно сыпать цитатами великих людей, озвучивать поэтические вирши, сами играть в грахоманство такое. Но реализовывать свои знания на практике у них никак не получалось. А обучение было неким таким прикрытием непрактичности, страха столкнуться с враждебным миром взрослой жизни, потенциальными неудачами, осуждением. И, вероятно, синдром самозванца является некой такой пролонгацией, развитием подобных личностных качеств. Но уже в условиях необходимости работать, кормить семью, строить карьеру, зарабатывать. И если состояние неудовлетворенности, самокритичности, желание познать что-то новое, постоянно совершенствоваться и самосовершенствоваться являются основными признаками растущего, развивающегося, прогрессивно мыслящего человека, то избыток этих же свойств приводит к обратным, саморазрушающимся тенденциям. Еще древние греки говорили: все хорошо в меру. Ну вот солнышко может согревать и сжигать своим светом, а вода растить и питать, или все разрушать и убивать на своем пути при избытке. Так вот, каким образом определили эту меру и как не уйти в минус? Основным фактором, отличающим в этом случае созидание от разрушения, является именно желание измерить, сравнить, соответствовать, дотянуться. В первом варианте человек созидающий создает себя, свое умение и знание, руководствуясь своими интересами, своими вкусами, стремится сделать свою жизнь насыщенной, привлекательной и полнее именно для себя. А выгода от мнения других, вознаграждение, статус, знания, критерии соответствия и оценочные шкалы для него вторичны и могут быть приняты или проигнорированы в зависимости от достижения основной цели, то есть пополнения «я». Самозванец же, напротив, все это делает во имя оценки, соответствия и достижения определенной ступени в ранжире о рангах. Он вынужден постоянно цензурировать и одергивать себя, настороженно прислушиваться и ожидать мнения окружающих, в страхе упасть с Олимпа или любой достигнутой карьерной ступени. В нем нет устойчивого, равновесного ощущения стабильности «я», веры в себя и свои силы, оптимизма и ощущения неистощимых внутренних ресурсов. И такое неприходящее напряжение, страх, взвешивание на весах не может не приводить к утомлению, выгоранию, психосоматическим заболеваниям
и личностным проблемам. Поэтому, если вы нашли в своей тревожности и стремлении к обучению преимущественно признаки первого варианта, поздравляю, вы будущий победитель. Если второго, начните поиски себя, обязательно обратитесь к хорошему психотерапевту. Иначе ваш трудоголизм и бесконечное обучение выпьют вас до дна раньше, чем вы это поймете. Как в осознанном возрасте сепарироваться от родителей и наилучшим каким-то образом? Может быть, вы дадите несколько способов о том, как экологично. Так вот, по моему мнению, изыскивать универсальный способ отделиться от родителей в каждом конкретном случае совершенно бесполезно, да. Но есть какие-то общие признаки, мы от них поговорим попозже, там, да. Но лучший способ вовремя отделиться от своих родителей все-таки начинать это рано, пока привязанность еще не так сильна, и вы еще заражены подростковым максимализмом и такой инфантильной манией величия. В этом возрасте присутствуют две взаимоисключающие тенденции. С одной стороны, подросток эмансипируется и старается делать все сам, подчеркнуто, иногда пародийно независимо. А с другой, стоит чему-то у него не получиться, и он получает от жизни по зубам. И все, что он умеет пока делать, прятаться под крылышко родителей. И на время затихать в своем взрослении. Что и как скоро победит, зависит от множества обстоятельств. Если же вы опоздали, и процесс вышел за подростковый возраст, то будьте готовы к тому, что пуповина-то разрослась. Привычки устаканились, и обрезать ее же придется с большей болезненностью и конфликтной. Засада как раз заключается в том, что чем более осознанно вы это будете делать, тем с большими травмами этим будет сопровождаться. Иногда это стоит делать именно тогда, когда вас считают и вам позволяют больше. Именно потому, что вы еще, вне зависимости от возраста, для родителей маленькие глупенькие капризы, выкрики «я сам» еще не воспринимаются всерьез и так к ним относятся толерантно. Без ревности, ощущения несправедливости, брошенности со стороны родителей. Как правило, одиноких матерей. Но чем старше, чем больше чувства вины со стороны дитяти, даже если ему за 60. И манипуляции со стороны родителей заслугами, здоровьем, депрессиями и той же виной. Потому что они остаются без прежних привычек и опекунства. Признаков вашей привязанности явных и явных множество. Вы никак не можете успешно построить свою личную жизнь и зализываете раны каждый раз под маминым крылышком. Вы множество раз в день вынуждены или хотите позвонить своим родителям. Вас постоянно нагружают какими-то заботами, связанными с ними. При этом они берут на себя непосильные обязательства. И большая часть из них ложится на ваши плечи. Ваши отношения в своей собственной семье постоянно подвергаются испытаниям в связи с какими-то непримиримыми противоречиями между вашими родителями и супругой. Вариант детьми. И чтобы завершить этот процесс с минимальными, но все же обязательными обидами, стоит набраться терпения, решимости и желания изменить жизнь. Конечно, с помощью психотерапевта этот процесс будет грамотнее, быстрее и легче. Но дети всегда дети. А обратиться к специалисту тоже поступок. А пока освойте минимальные навыки ведения бесед с родителями по отстаиванию своих самостийных интересов, времени и жизни. По капельке, регулярно добавляйте в свою жизнь события, проходящие без родителей, вне их участия. Постепенно отучайте их проникать во все сферы своей жизни. Но делайте это с большим вниманием, заботой и лаской по отношению к старикам. Не забывайте, что ваше место в их жизни не может быть вакантно. Иначе у них создастся ничем не заполняемая эмоциональная дыра, что может реально привести
к настоящим болезням, депрессиям и страданиям. И поэтому очень искусно, старательно приучайте их к чему-то новому по отношению к их прежним привычкам. Ну, например, забудьте о науках, поиску хобби или увлечений, участию в общественной жизни или волонтерстве, путешествиям, рукоделию или какому-нибудь большому и эмоционально значимому делу. Но, естественно, в их жизни. Пусть они понимают, что тем самым в чем-то снова помогают вам. По-доброму хитрите и переворачивайте факты так, что они делают это не для себя, а для вас. Вот фокус-покус. И постепенно их жизнь будет больше заполняться своими событиями, своей жизнью. А ваши жизни и ваши события будут отступать. И вот эта рука на вашей шее ослабевать. И главное, что бы ни происходило, не скупитесь на то, чтобы раз от раза, ну, естественно, не увлекаясь, навестить их с тем, чтобы просто сказать о своей любви, прижать к сердцу, погладить по седой голове. Даже если где-то не принято в вашей семье, импровизируйте. Вот такая инверсия. Теперь они нуждаются в вашей любви не меньше, чем ранее вы нуждались в их. Делайте первые шаги, и воздастся. Как распознать альфонса? Поделитесь, может, какими-то характеристиками или признаками, особенностями поведения, там, психологическими ловками и так далее. Ой, какой просто очень громадный разговор здесь должен быть, да, потому что, неимоверное количество признаков этих особей. Если вы предполагаете, а большинство женщин от всей души считают, что уж они-то никогда не попадут в лапы альфонса, они все знают, прожженные, опытные, то вы глубоко и наивно ошибаетесь. Альфонс – это мечта вашей жизни, лапочка, душечка, настоящий мужик или джентльмен, любящий вас лично и ваших детей умом помрачения. И если вы когда-нибудь пытались составить портрет вашего идеального мужчины для, например, сайта знакомств, то он именно этот мужчина, которого вы искали и о котором мечтали всю свою сознательную и досознательную жизнь. Слышу саркастические вздохи и усмешки. Только не я. Естественно, вы считаете, что сумеете подвергнуть вашего претендента должным испытаниям и распознать неискренности и ложь. А никто и не говорил вам, что он лжет. Что он намеренно хочет вас обмануть и ежеминутно обдумывает новые шаги, чтобы заманить вас в свою липкую паутину. Нет. Он, как правило, настолько естественен и открыт, предупредительный, тактичен, что у вас не может закрасться даже толика сомнений в его злонамеренности. Такие люди умеют верить сами в собственные фантазии и небылицы. Виртуозно владеет искусством барона Мюнхгаузена. Если кто-то не читал, очень советую. Очень наглядная иллюстрация такого типа. Секрет его обаяния именно в его идеальности, безотказности и всепоглощенности вашими интересами. Кто уже откажется от такого подарка судьбы? Другие могут о чем-то значимом для вас забыть, пренебречь вашими интересами, капризничать, не могут подобрать нужных слов и не способны на настоящие мужественно-джентльменские поступки. Но эти счастливые исключения. Сразу предупреждаю, что те признаки, которые мы с вами обсуждаем сегодня, не эксклюзивные черты альфонсов, а в той или иной степени могут быть свойственны
разным мужским особям. Ну и гремучая смесь – достоверный признак охотника-манипулянта. Такие наукообразные термины, как перверзный нарцисс, очень модный в настоящее время. Кроме красивого названия, глубокомысленного покачивания головой, мол, знаю, вам ничего не дадут. А говорю сразу, что вопреки распространенному мнению, в такого рода поведении одинаково успешны и мужчины, и женщины. Хотя женщине это прощается больше, чем мужчине. И еще, если вдруг вам попался на пути такой мужчина, и вы вовремя сумели воспользоваться моими или чьими-то другими советами еще до того, как стать его жертвой, то более несчастной женщины вы не встретите. Вы всю оставшуюся жизнь будете сомневаться. А может, вы ошибались и потеряли самое яркое и дорогое в своей судьбе. Отвергли настоящую, самую исключительную, искреннюю, неповторимую любовь, которой не суждено больше повториться никогда и нигде, и прочее, и прочее, и прочее. Эх, ну давайте перейдем к сути. Альфомансами могут быть и мужья, бесконечно валяющиеся на диване по причине непризнанности талантов на очередной работе, иных непреодолимых и очень объективных трудностей. Жертвы бесконечных обстоятельств, происков врагов и завистников, брачные аферисты и до элегантных женских угодников, безупречно выбритых, ухоженных и млеющих от собственной безупречности, эрудированности, знаний тончайшей женской психологии и даже придворного этикета. Итак, джентльменский набор. Первый. Речь часто тихая, вкрадчивая. Потоки нежности, заботы, предупредительности, уменьшительно-ласкательных эпитетов, похвал, комплиментов и стремительное признание нахлынувших, бешеных, безбрежных чувствах. Приятно. Но держитесь, это еще не все. В этом контексте хорошо иллюстрирует такое поведение речь Сергея Безрукова, актера такого, если знаете. Второе. Тонкая, хрупкая душа, мечущаяся между желанием все и всех разорвать ради вас. Конечно. До полного падения тонуса, перепадов настроения, морального истощения и смены желаний при малейшем дуновении ветерка трудностей. Третье. Старается безупречно одеваться, всегда надушен, выбрит, внимателен к моде, в курсе последних богемных сплетен. Четвертое. Жадное желание узнать все подробности вашей жизни, работы, путешествий, состояния здоровья ваших родственников, вплоть до умиления вашими грудничковыми фотографиями, сочетающиеся с непреодолимым препятствием при рассказе о своей жизни. Ну, есть варианты. Речь может и рассказы о себе изобиловать там героическими буднями, в горячих точках, на очень секретной и закрытой работе, о которой он, естественно, не имеет права никому говорить. Настоящий полковник. Пятое. Не знакомит, естественно, по объективным причинам ни с кем из своих родных и знакомых, у которых, правда, по рассказам, постоянно очень большие проблемы со здоровьем и материальным положением. Ну вот все кругом плохо, один он хорош. Шестое. Часто надолго исчезает по работе, естественно, и держит свой телефон строго в неприкосновенности. Отлучается по работе, поговорить в соседнюю комнату.
Седьмое. Материальное положение прекрасное. И делится с вами подарками, сюрпризами. До той поры, пока жестокий рок не приводит его на край финансовой пропасти и грозит его жизни и здоровью. Вариант. Его родным деточкам или родителям. И внимательный наблюдатель, конечно, заметил бы еще кучу всяких манипулятивных тонкостей, но не ваш затуманенный любовью разум. А к вашим родным и подругам вас, скорее всего, не пускают. Аргументируют это тем, что они сплетницы и завистницы. Ну, как я сказал, это очень длинный, интересный, конечно, разговор. Сегодня не будем говорить о дальнейших шагах, а оставим это на десерт. Если вы напишите в комментариях, продолжим его. Бабник, как быть вообще с таким мужчиной? Изменится ли вы когда-нибудь такой мужчина? Возможно ли построить крепкие отношения вот с таким партнером? И к чему вообще быть готовой, если вступаешь в такие отношения? Ну, в соответствии с женским палитрой требований по отношению к мужчинам, бабник – это не лучшая кандидатура на роль любимого и единственного мужа. Но, как ни крути, именно в таких ловеласах чаще всего влюбляется современная женщина. Видов, подвидов и типов поведения бабников великое множество. Синонимов тоже немало, в зависимости от того самого типа поведения. Жиголо, ловелас, Казанова, Дон Жуан, повеса, романтический любовник и прочее. Но во всех них единое начало. Они любят женщин. Вроде как, что плохого в том, что мужчина любит. Это же прекрасно. Значит, у него так называемая правильная ориентация, хороший вкус, желание ухаживать за собой. И нравится собеседнику, дарите ей подарки и комплименты. И если вы попадаете в сферу его интересов, все это в больших, иногда просто необъятных количествах достается именно вам. И какая же женщина не мечтает о такой судьбе и такой возлюбленном? Беда только в том, что женщин-то много. И его глаза будут постоянно сопровождать привлекательную фигурку мимо проходящей официантки. А значит, упускать вас из поля зрения. Закон сохранения энергии никто не отменял. Абсолютной гарантии, что вы надолго или навсегда удержите его полностью и безраздельно в вашей собственности, никаких. Как правило, в таком мужчине собрано все, что может свести вас и других женщин с ума. Красота, обаяние, энергичность, многосторонность и талант в разных областях, часто связанных с искусством, многословие и многое-многое другое. Женщины для него представляют часто самый главный интерес в жизни. Это любимые игрушки, если он все еще не наигрался. Или даже своего рода зависимость. Ему крайне интересно отношения с женщинами. Но в силу ограниченности возможности изложения я не буду подробно останавливаться на разных видах таких мужчин. Но единственное, что должна понимать женщина, связываясь свои надежды с таким мужчиной, ей будет очень нелегко. Если вы традиционалистка, ортодоксальная, придерживаетесь всего набора требований к мужчинам, что в одном флаконе было. И все то, что мы обозначили, и верность, и надежность, и не готовы ни при каких условиях мириться с мужскими слабостями, постарайтесь сразу наступить себе на горло и раз и навсегда запомнить. Сладкого тоже может быть слишком много. Соблюдайте диету и ищите себе менее калорийные отношения. Отрезайте раз и навсегда.
Правда, таких женщин немного. А вот остальным или придется помучиться, и только потом, извините, в соплях и слезах, постигнув тяжелый опыт измен, ссор, бесконечных клятв, обещаний, все же решаться на расставание. Но опыт есть опыт. Маму ведь никто не слушал, а иногда зря. Или же, как это способны очень немногие, научиться с ними жить и выживать. Терпеть, растить, держать равновесие и веру в себя, и свое счастье, отпускать поводок и снова его натягивать, делать это умно и к месту, и ко времени, просеивать через себя и сплетни, и козни, и откровенные интриги доброхотов, а скорее всего доброхоток, которые тоже претендуют на его внимание. Ведь вас никто не заставляет следовать стопам жен великих актеров, художников, композиторов, певцов, ораторов, политиков, бизнесменов и журналистов. Многие из них пришлось испить горький вкус увлечения и измен своих мечущихся гениев. Постарайтесь покопаться в мемуарах таких женщин и сквозь казенную шелуху вынужденных дифирам найти реальные истории поиска и обучения состраданию, терпению и любви, преодоления ревности и брезгливости. Посмотрите, что за фасадом глянца счастливых фотографий жен Михалкова, Янковского, Кобзона, Ширвинта. Да просто оглянитесь вокруг. Выбор за вами. Пишите, комментируйте. И если будет интерес, то продолжим эти темы. Бюджет в семье. Каких принципов вообще придерживаться в таких щепетильных вопросах? И стоит ли уступать своему партнеру в этих вопросах? Ну, честно говоря, никакой щепетильности я здесь не вижу, потому что вопросы возникают всегда и всюду в семейных отношениях. И даже не очень понимаю, что тут обсуждать. Ведь когда двое людей по каким-то, естественно, неведомым причинам намереваются какое-то время прожить вместе, назвать это семьей, то, вероятно, у них должно быть какое-то представление о том, что они хотят от этого проекта и для чего он им нужен. Каждый из них приходит в него со своим опытом, привычками, от которых в части вынужден отказаться и многое пересматривать. И в сферу этого пересмотра входит, естественно, и финансовая сфера. Единственное, что может помешать успешному существованию пары, это предположение, что все само собой разрулится, притрется, и поэтому ничего делать, обсуждать не надо. Такого не может быть никогда. Вы приходите в семейные отношения со своими представлениями об идеальной семье. Естественно, а кого бы еще бы вы хотели построить? Своим видением распределения ролей, на способы и необходимость заработков, на поиск взаимных компромиссов, проведение досуга и бесконечное другое. В чем абсолютно не может быть осведомлен ваш партнер. Поэтому, чтобы впоследствии ожидания каждого из вас не рухнули, а вместе с ними и семья, стоит малейшие нюансы постараться обсуждать на берегу и приходить к возможным взаимным компромиссам, чего, собственно, многие молодые супруги избегают под тем предлогом, что это якобы может подорвать их такие красивые романтические чувства, внести нотку недоверия и скряжничества в бескорыстную любовь и, в принципе, нанести урон их единству. Напротив, все то, что вы не смогли обсудить, в чем не смогли найти компромисс, спланировать,
строить структуру дальнейшей жизни, со временем постепенно, но неуклонно станет разъедать ваши отношения. Маленькие трещинки, неоправдавшихся надежд и ожиданий, недоговоренностей и замалчивания превратятся в глубокие морщины, обид и скандалов. Как вы решите распределять свои заработки, как тратить и как сохранять? В каждой семье решается индивидуально, с учетом традиций, вкусов, характеров и многого другого. Нет абсолютных гарантий, что совместный, раздельный или смешанный бюджет убережет вас от трудностей. Но важно главное. Вы должны научиться быть едины в его утверждении и в поддержании. Никто не должен быть продавлен или унижен в таком распределении. Если один из вас уже в начале отношений позволит поставить себя в подчиненное и зависимое положение, то по мере возникновения обычных бытовых или житейских трудностей ваши отношения неизбежно будут приносить вам новые и новые душевные раны и расстройства. Поэтому выбирайте время, чтобы между романтическими и любовными утехами сесть за стол, взять в руки скучные листы бумаги, ручки или смартфоны и обговаривать самые разные мелочи, которые только вам будут приходить на ум. Обсуждайте, как вы их будете решать, кто и что при этом будет делать и как поступать. Если у вас недостаточно опыта, а есть естественно, для таких разговоров и обсуждений привлекайте специалистов или более взрослых и опытных, а главное успешных в браке родственников и друзей. Советуйтесь и записывайте их рекомендации и советы с тем, чтобы потом обсудить друг с другом. Вот только не советую привлекать их в сами эти переговоры и диспуты, приглашать к обсуждению в узком семейном кругу, потому что потом любые их советы при успешном, а чаще при неуспешном развитии событий будут вами восприняты как повод возложить вину и ответственность на них, не на себя. Мол, это все твоя мама виновата, она посоветовала. А если, послушав других, решение все же будет принято только вами двумя, ни причин для обид на родных, ни перекладывания ответственности не будет. Не факт, что правильные решения будут приняты сразу, с первого же раза, быстро, эффективно. Но в процессе жизни даже их коррекции и последующие обсуждения будут также способствовать дополнительному сплочению семьи. Чем больше чего-то вместе, тем больше того, что вместе, и меньше того, что врозь. Как правильно распределять роли конкретно в вашем случае? Грамотно вести переговоры, добиваться лучших результатов мы сможем с вами обсудить позже или на индивидуальных консультациях. Сегодня мы обсудили вопросы, которые вас интересовали. Задавайте новые вопросы, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен, Телеграм,